В этом видео предлагаю более детально ознакомиться со следами технологии добычи камня, которые оставила древняя цивилизация. Камень номер 1. Пропил довольно глубокий, то есть он туда, только мы видим, уходит на метр. Вполне возможно, что и больше. Примерно метр на 70 сантиметров. И в глубину, как минимум метр. Здесь вот такой вот пропаяно ушко для чего-то. Где-то 5 сантиметров в диаметре. При этом мы видим, что сама по себе скала невероятно трещиновата. То есть без обработки, без запайки, трещин. Она просто никуда не годится, даже на маленькие блоки. Рассматриваем подготовленный блок номер 2. Однако же нигде мы не видим боссов, которые, как утверждают ученые, нужны для отделения от скалы. Никаких крепежей к скале до момента отделения речи не идет. Этот блок чуть больше метра, метр 20 на метр 20 где-то. И в глубину мы видим, что может уходить, то есть метра на 1,5 минимум. Когда их выбирали, вот мы видим внизу, что осталось от выборки такая ступенька. То есть на эту глубину шел пропил, проем. Поверхность довольно ровная, но поверхность блоков довольно ровная, но все равно с такими вмятинами. А вот здесь скала совершенно не обработанная, видимо, из-за ее трещиноватости посчитали неперспективной. Такая стенка подготовленных блоков. Блок номер 4, он еще больше. То есть верхняя грань примерно 2 метра на 1,60 м. Вот его попытались отделить по щели. То есть поняли, что оба этих блока, правый и левый, не спаять, и начали проработку по щели. То есть левый, в принципе, тоже годится в работу, потому что он имеет достаточно большую боковую плоскость, не меньше, чем 3 на 2. То есть прекрасный товарный блок для обкладывания какой-нибудь террасы. Вот здесь видно, как шел луч или струя, я уж не знаю, что за инструмент и как он размывал трещину. Всегда проделывали эту работу по трещинам, то есть трещина сохранилась до сих пор. А теперь рассмотрим мегаблок. Мегаблок на самом деле распилен где-то на 6, не где-то, точно на 6 блоков поменьше. Распилы также проходили по трещинам, как будто бы промывали инструментом трещины. И здесь мы видим, по трещинам идет вот такое вот воздействие, но иногда им нужно было пропилить не по трещинам. Тогда
а следы немножко отличались. Нет вот этой очень острой кромки. Тогда следы превращаются просто в грани. Но, по всей видимости, это было более затратно с точки зрения энергии и расхода материала, потому что предпочитали все-таки работать по трещинам. А вот там, где форма проработки по трещине не устраивала, уже начинали резать более точно и филигранно вот такие плоскости. Или нужен был очень ровный блок с очень ровной поверхностью для каких-то целей, для подгонки, то могли и пилить достаточно с ровной гранью, с острым углом. Вот смотрите, сейчас где-то метров на 5-6 сделано в карьере. Вот такая вот острая грань. Вопрос, зачем в карьере вы еще тут блок будете тащить неизвестно сколько метров? У вас все эти углы обовьются, когда вы эту 10-тонную махину будете выколупывать и тащить к месту. Что останется от этих углов? По официальной версии долбили, большие куски откалывали большими камнями, а вот такие грани делали маленькими камушками. Вопрос, зачем? По официальной версии в карьере 10-тонный блок, который будут тащить еще неведомо сколько сот метров, выполняли такую тоненькую ровненькую грань. Кто мне скажет, а? И это не пила, потому что поверхность гуляет. Те же самые грани мы видим на подготовленных блоках. Вопрос, зачем заниматься их подработкой, изготовлением, когда ты будешь тащить камень. И обязательно грани обломаешь, обколешь. Ну и вниз по мегаблоку мы видим только видимая часть 2 метра. Насколько глубоко проработана трещина, мы не видим. Но если, например, взять по аналогии вот эту боковую грань подготовленных блоков, то здесь 2 метра. Даже мегаблок чуть-чуть повыше. Помимо мегаблока и подготовленных блоков, здесь в карьере еще есть куча блоков. Также в разной степени готовности. С промытыми. Мы видим, как были проработаны трещины. Здесь блок уже достали, унесли куда-то. Этот подготовили. Ну вот эти с точки зрения товарного вида будут попредпочтительнее. Смотрите, как работал инструмент. Когда хотели прорезать не по щели, сверху идут такие вот довольно сильные промоины, вымоины. А вниз уже идет полегче. Может быть, у камня сверху была корка попрочнее. Вниз проработка шла легче, а с коркой приходилось инструменту бороться. То же самое мы видим на боку мегаблока. Какое-то, видимо, усилие дополнительное приходилось прилагать для пропила первых где-то 10-15 сантиметров. И мы видим, как идут шлейфы от струи, вымывая потом грани. Материал как бы уходил чуть-чуть наверх, и получается такой буртик. А вот здесь вот в поперечном пропиле, пропайке, это видно особенно ярко. Инструмент, работая с верхней коркой, создает такой вот очень острый буртик. Здесь он вообще выступает, наверное, сантиметров на 10. Мы видим, как шлейфы идут от
струи или потока, которым воздействовал инструмент. И они уходят вот сюда, вот на грани блока. То есть, уходя вглубь, инструмент усиливал свое воздействие, а по кромкам, от шлейфа, от боковых, видимо, каких-то ответвлений, струи или потоков, уходили боковые вот сюда вот. Потому что им было сложно пропаять вот эту грань. То есть эта грань, она находилась под углом, и здесь она лучше сопротивлялась воздействию этого материала. Не материала, а инструмента. Когда острая, да, под углом уже уходят основные силы, основное воздействие струи используемого инструмента.